Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы уделим внимание в этом видео нашим волосам, поговорим о том, в какие дни нужно мыть голову для того, чтобы привлекать изобилие, достаток и финансовое благополучие в свою жизнь, что ни в коем случае нельзя делать с волосами, и как правильно делать те или иные практики, чтобы привлечь мыслимые блага в свою жизнь. Давайте, друзья, далее все более подробно. Еще с давних времен люди знали о том, что энергетика человека и волос тесно взаимосвязаны, а также о том, что волосы являются источником жизненной силы и энергии человека. Любое, даже самое незначительное воздействие на волосы может изменить вашу жизнь, как в положительную, так и в отрицательную сторону. К волосам поэтому нужно относиться со всей серьезностью. Мы с вами живем в современном мире, но очень часто по тому или иному вопросу обращаемся к народным приметам, которые были замечены еще нашими предками. Они верили, что именно через волосы осуществляется тесная связь с окружающим миром. Человеческий волос хранит энергетику его хозяина. Длинные красивые волосы всегда были признаком крепкого здоровья. Волосы требуют и должного ухода. К волосам нужно относиться с уважением. Прежде всего, они должны быть чистыми, а вы знаете, что мытье волос – это очень важная процедура. Если у вас был трудный, тяжелый день, тогда обязательно вам необходимо принять теплый душ. И нужно стараться, чтобы вода омывала все ваши волосы. Не нужно спешить мыть голову. Постойте под теплым душем некоторое время, закрыв глаза и думая в этот момент только о хорошем. Не забывайте обращаться к воде с просьбой забрать все ваши неприятности, беды, проблемы, неурядицы. Вода поможет вам расслабиться, и только спустя некоторое время приступайте к мытью головы. Проговаривая такие слова: «Вода, волосы мои омой, для светлых потоков энергии путь открой». После чего не нужно спешить вытирать сразу волосы. Обмотайте вашу голову полотенцем и так побудьте некоторое время. Теперь давайте познакомимся с тем, в какие дни недели следует мыть волосы. И вы знаете, все эти знания, которыми мы с вами поделимся далее, они прошли проверку временем и передавались из поколения в поколение. Давайте начнем с понедельника. Вы знаете, что именно этот день считается началом недели и трудным днем, когда не стоит начинать никакие дела, в том числе и мытье головы. И если вы будете мыть голову в этот день, в понедельник, то это принесет вам неудачи на все последующие дни недели. Благоприятно скажется на ваших делах мытье головы во вторник, так как в этот день всегда начинаются любые дела, которые обязательно принесут вам успех и удачу. Далее середина недели, друзья, и это у нас среда. Наши предки считали, что в этот день светлая голова и добрые мысли, а значит, вы готовы к накоплению новых сил и пересмотру своих дел. Это один из самых благоприятных дней, когда можно мыть голову, ничего не опасаясь. Что же касается четверга, то здесь нет особых ограничений. Но если вы все же решили помыть голову в этот день, то это лучше сделать до восхода солнца. Это поможет вам обогатиться светлой энергией и позитивными мыслями. Здесь имеет место одна поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Поэтому, придерживаясь этого, вы будете обеспечены положительной энергетикой на целый день. Далее, друзья, пятница. И вы знаете, пятница, как и понедельник, считается тяжелым днем. В этот день лучше не начинать никакие дела. Ни маленькие, ни большие, так как они будут выполняться с трудностью и затянутся даже на длительное время. Наши предки считали, что если в этот день мыть волосы, то они начнут обильно выпадать. Бывают, конечно, исключения, когда без мытья головы волос не обойтись. Поэтому, когда будете мыть голову, проговаривайте такие слова: в этот день
бы голову не мыла, но обстоятельства меня окружили. Пятница, ты на меня не сердись, лучше в помощь для меня обернись. В пятницу голову помой, все невзгоды с себя смою. А вот суббота – это первый выходной день после тяжелой недели. В этот день нужно убрать не только в вашем доме, но и привести в порядок ваше тело и волосы. Это отличный день для принятия водных процедур, а значит и для мытья волос, потому что в воскресенье такой возможности у вас уже не будет. Наши предки в этот день откладывали все свои дела и посвящали его отдыху, семьей, прогулкам, общению с близкими и родными людьми. Это день для душевного обогащения. Поэтому в этот день не стоит мыть голову, а помыв ее, вы смоете вашу удачу, счастье и благополучие. Но если так складываются обстоятельства, что все же без этого не обойтись, тогда мойте свою голову и проговаривайте следующие волшебные слова. В воскресенье нужно мне голову помыть и несчастье к себе не приманить. Я кругами ее намылю, благополучие и счастье не смою. Волосами потрушу, в воскресенье попрошу мне удачу подарить и меня не винить. Поэтому дни недели для мытья волос выбирайте на ваше усмотрение, но мойте волосы как можно чаще. Почему? Дело в том, что в них накапливается не только физическая грязь, как мы привыкли думать, но и негативная энергия. Например, вы поругались, вы поссорились, возникли какие-то обиды, размолвки, были неприятные разговоры или недобрый взгляд или зависть. Если вы вдруг почувствовали упадок сил, у вас плохое настроение, вы в чем-то недовольны или расстроены, обязательно помойте голову, и вы сразу заметите, как ваше настроение улучшится. Но помните о том, что когда вы моете волосы, это не значит, что вы просто берете шампунь и их моете. Нет, в этот момент представляете, что вы смываете с себя негатив, смываете с себя вот те энергии, те посылы, которые вам отправляли сегодня на протяжении всего дня. Как вы знаете, с волосами человеку нужно быть очень аккуратными. Почему? Потому что они имеют очень сильную энергетику, и чем сильнее у человека энергетическое поле, тем большая сила и у его волос. Поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы ваши волосы попадали в руки к недоброжелателям, к завистливым, несчастливым людям, так как это может все отобрать у вас не только силы, но и, к сожалению, перекрыть поступление нужных для вас светлых энергий. Еще с древних времен женщины старались тщательно ухаживать за своими волосами, заплетать их в косы и не давать, чтобы к ним кто-то прикасался, так как боялись влияния на свою жизнь со стороны. Немаловажным считается и найти правильного парикмахера, который имеет полноценную семью, положительного, доброжелательного человека, у которого с энергетическим полем все в порядке. В противном случае, во время того, как данный человек будет вас стричь, он принесет вам большой вред. Часто бывают случаи, когда во время стрижки человек лишается удачи, любви, благополучия, здоровья и даже денег. Поэтому уделите особое внимание учениям, которые связаны с вашими волосами. Вы должны заботиться о своем энергетическом поле и не позволять никому его у вас отобрать. Многие женщины не придают внимания дням, в которые записываются на стрижку волос, не соблюдая тем самым учения и правила, а потом жалеются о том, что счастье обходит их стороной, а неприятности, проблемы ожидают их на каждом шагу. Не стоит позволять мастеру без вашего разрешения укорачивать волосы больше, чем вы желаете в данный момент, так как это ощущение у вас возникает уже на подсознательном уровне. Также и наоборот, если вы пришли в парикмахерскую и ощущаете, что у вас есть желание обрезать волосы короче, чем вы подстригались всегда до этого момента, так и сделайте. Это также ощущение на энергетическом уровне. Вы хотите в этот момент убрать накопившийся на волосах негатив.
Так, если у вас постоянно что-то не ладится, свои дела вы не можете закончить с успехом, и любовь обходит вас стороной, выберите правильный день, сходите к парикмахеру и кардинально измените свою стрижку, цвет волос, и вы увидите, как быстро положительные изменения произойдут в вашей жизни. Как то, чего вам не хватало, обязательно появится в вашей жизни в самый короткий промежуток времени. Если вы видите, что ваши волосы растут очень медленно, запишитесь тогда на стрижку в первый день растущей луны. А когда будете их остригать, про себя трижды скажите такие волшебные слова. Волосы остригаю, проблемы с ними убираю. С этого момента волосы быстро растут, счастье мне принесут. После проделанного ваши волосы будут расти намного быстрее, как вам и хотелось. Если же вы наоборот желаете, чтобы ваша стрижка сохранялась подольше, тогда стригитесь уже на убывающую луну. При этом проговаривайте такие слова. Стрижку сохраняю, сознательно рост волос луну приостановить прошу. С этого момента ваши волосы будут расти медленно. Если вы пожелаете, чтобы они вновь росли, как ранее, проговорите на растущую луну такие слова. За прошлую просьбу, луна, тебя благодарю. Рост волос моих восстановить прошу. После проделанного обмойте волосы отваром из ромашки, и они, как и прежде, будут быстро расти. Но не стоит этим, пожалуйста, злоупотреблять. Если попросили о замедлении роста, минимум через полгода просите о том, чтобы волосы росли быстрее. А если у вас редкие волосы, ломаются, быстро нарушается форма стрижки, так как они непослушные, тогда сделайте стрижку в полнолуние, при этом проговорите такие слова. Волосы свои укрепляю, их энергетической силой наделяю, все прежние проблемы с ними убираю. Проговорив эти слова на протяжении 7 дней, после мытья ополаскивайте волосы отваром из крапивы, и проделывая это, вы увидите, как быстро изменится состояние ваших волос. Очень важно следить за своими волосами, так как от их здоровья напрямую зависит энергия, которую вы будете притягивать в свою жизнь. Поэтому не забывайте периодически делать отвары из трав, использовать различные витаминчики, укрепляющие маски на основе натуральных продуктов. Обращаем на это ваше внимание. Так вы сможете укрепить волосы и притянуть к себе потоки положительных энергий, которые наполнят вашу жизнь различными положительными событиями. Но не забывайте, что абсолютно все манипуляции, которые вы будете периодически делать со своими волосами, будут влиять на вашу энергетику. Так, например, если вы целый день будете находиться в помещении с большим количеством людей, чтобы сохранить свое биополе в целостности, заплетите ваши волосы в косу. Так, посылы от недоброжелателей не принесут вам вреда. Если же вы хотите, чтобы волосы были распущены, либо же у вас короткая стрижка, тогда приколите любую заколочку, а заколов прядь слева, при этом проговорите такие слова. Прядь заколю, помыслы негатива, отправленные в мою сторону, прочь отгоню. Этим вы выставите для себя защиту. Не давайте трогать свои волосы даже близким подругам, так как вы не знаете, что у данного человека в этот момент на душе и какие мысли у него в голове. Возможно, в этот момент такой человек захочет искренне оказаться на вашем месте, позавидует, и его биополе окажется в данный момент более сильным, чем ваше, из-за чего вы в результате останетесь без того, что пожелает данный человек, а также еще и биополе ваше разрушит. Более того, ни в коем случае нельзя давать никому пользоваться вашей расческой. Этот предмет должен принадлежать только вам, так как он постоянно контактирует с вашими волосами, а человек, который причешется вашей расческой, может отобрать у вас здоровье и красоту, притянув к вам постоянные проблемы, которые изменят вашу жизнь в худшую сторону. Если вы увидели, что кто-то взял вашу расческу, сразу промойте ее под проточной водой. Насыпьте на нее 3 щепотки соли и еще раз промойте. При этом проговорите такие слова. Негатив и энергетику чужую убираю, свою вещь очищаю, только своими энергиями ее наделяю и вред причинить себе не позволяю. Хорошо вытрите ее после проделанного и сразу причешите свои волосы. При этом думайте в этот момент
только о чем-то хорошем. Так, вы зарядите ее своей положительной энергетикой. То же самое касается резиночек, заколочек. Они также несут вашу энергетику. Поэтому, друзья, не стоит рисковать и кому-то их давать в пользование. Очень важно, чтобы вы причесывали свои волосы аккуратно, чтобы не вырывать их. Почему? Потому что вы таким образом отбираете положительные энергии, из-за чего будете терять свою энергетическую силу. Соблюдайте все правила, которые касаются ваших волос. Вам не нужно будет переживать за свою энергетику, она будет в целостности, и никто не сможет вам причинить вред. Берегите свои волосы, так как это ваше богатство, как физическое, так и энергетическое. Друзья, если понравилось это видео и информация была важна, обязательно поставьте лайк, а в комментарии напишите слово «благодарю». Пусть Вселенная приумножит в вашей жизни все мыслимые, друзья, и немыслимые блага. Друзья, кто спрашивал, как можно нас отблагодарить через донат, обращаем ваше внимание, что благодарность вы можете выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео, друзья. Любая сумма для нас будет очень-очень приятна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех ваших мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.